Европа окрысилась, заявляет Лавров. А Великобритания и правда борется с грызунами и обвиняет Москву в обстрелах. Как перекликаются эти новости? Трамп поднимает белый флаг. Торговая война США закончилась быстрее, чем началась. Почему американцы сдают позиции и кто их заставил отступить? Зеленский заявляет о раздраженности. Чьей и почему? И что собирается сделать с китайцами, которых взяли в плен? Германия закрывает двери для беженцев. Когда, почему и что дальше? Что стоит за решением немцев? А также видео недели. Россияне и украинцы обсуждают обращение украинского депутата к РФ на русском языке. Что сказал? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. И начнем с вами с топ-темы последних дней. Событие, которое ударило по кошелькам многих стран, это, конечно же, Первая мировая торговая война, которую объявил лично Трамп, человек, который называет себя мастером ведения сделок. Главный конфликт, настоящая горячая точка без территориальных границ, это экономическая битва с Китаем. Здесь Трамп себя не сдерживает, а Пекин не молчит. Буквально 10 часов назад Трамп объявил о том, что бьет по Китаю огромными тарифами. Он ввел пошлины на китайские товары до рекордных 120%. При этом республиканец пошел дальше, обвинив Пекин в неуважении к мировым рынкам и неспособности сдерживать экономические дисбалансы. А для других стран был неожиданный американский сюрприз. Это пауза. Я сделал паузу в 90 дней для тех, кто не стал отвечать, потому что я сказал им, если вы ответите, мы удвоим. И именно это я сделал с Китаем, потому что они ответили. Так что посмотрим, как все сложится. Я думаю, что все получится потрясающе. Я думаю, что наша страна к концу года или раньше достигнет того, о чем никто и мечтать не мог. С Китаем будет заключена сделка. Сделка будет заключена с каждым из них, и это будут справедливые сделки. Я просто хочу справедливости. Будут справедливые сделки для всех. Но они не были справедливы к Соединенным Штатам. Они высасывали из нас все соки. Рынки отреагировали позитивно, американские фондовые индексы продемонстрировали рост после объявления о паузе, однако западная пресса и экономисты буквально гудят и считают, что такой американский удар по Китаю может спровоцировать более жесткие ответные меры со стороны Пекина, несмотря даже на те ответные пошлины, которые уже объявили китайцы. Теперь же они могут ударить по больному и ввести ограничения на экспорт редкоземельных металлов, что способно усугубить глобальную экономическую нестабильность. Китай – самая несбалансированная экономика в истории современного мира, и они являются крупнейшим источником торговых проблем США. И действительно, они проблема для остального мира. Потому что мы видим, что после того, как США на прошлой неделе объявили о тарифной стене, многие из этих товаров уже начали наводнять Европу. Китай, как вы помните, уже заявил о готовности бороться до конца в этой торговой войне. Друзья, что вы думаете о поведении Трампа? Буквально пару дней назад он заявил, что не планирует приостанавливать действия пошлин на импорт, несмотря на турбулентность на мировых фондовых рынках. И вот уже сейчас изменил свое мнение. Это его та самая гениальная тактика, о которой говорят в Белом доме. Как считаете? В ЕС заявляют, Москва бомбит Украину еще сильнее, чем прежде, и атаки участились после того, как начались разговоры о заключении мира. С тех пор, как Украина согласилась на прекращение огня без каких-либо условий, атаки России только усилились. В прошлые выходные мы стали свидетелями самого смертоносного нападения на украинских детей с начала полномасштабного вторжения. Примите наше соболезнование в связи с этим. В России же заявляют, ударов по энергообъектам не наносят, а Европа окрысилась. Это была цитата и слова главного дипломата России Лаврова. Ну и вообще мы наблюдаем, говоря о Европе, мы наблюдаем сейчас очередную волну, когда Европа ополчилась, глядя на некоторые лица, хочется сказать, окрысилась в очередной раз на нашу страну. Ведь до победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, все мировые трагедии начинались с действий, агрессивных действий европейцев. И наполеоновские войны,
И Первая мировая война, и Вторая мировая война. В Украине же говорят о том, кто ополчился против Киева. В озвученном списке уже не только Россия, но и КНДР, Иран со своими дронами, а теперь и Китай. В Украине заявили, что уже переданы все сообщения в Пекин о пленных китайцах, которые попались украинским военным на Донецком направлении. И этих китайцев, а их двое, готовы менять, но на украинских военных, которые находятся в российском плену. В сети, кстати, появилось первое видео допросов. Кроме того, Зеленский считает, что Трамп сейчас раздражен Путиным. Мы не знаем обо всем, о чем они говорили, но многое знаем. И мы ожидаем, что будет реакция. Прекращение огня в Украине может дать толчок к окончанию войны. Прекращение огня в Украине – это идея Трампа. Мы понимаем, что это как первый шаг к окончанию войны. Он имеет интерес к этому шагу. Поэтому я думаю, что раздраженность его намного больше, чем мы представляем. Потому что мы поддерживаем его план, а Путин делает все вопреки. В украинских и российских пабликах тем временем продолжает вируситься обращение украинского народного депутата Гончаренко. У него, отмечу, неоднозначный бэкграунд. За время своей политической карьеры он был представителем разных политических сил, был в партии регионов, сейчас в партии Порошенко «Европейская солидарность». Кроме того, является членом украинской делегации в ПАСЕ. На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы внезапно обратился к россиянам на русском языке. Давайте послушаем. Россияне, вы все, за крошечным исключением тех, кто реально борется против Путина, вы, вне зависимости, где вы живете, в говне в своих деревнях с украденными унитазами или рассекаете по Средиземноморью на украденных яхтах, вы, которые поддерживаете Путина или молчите, вы все такие же убийцы, как и он. Все вы конченые мразь. И единственное, что вы можете сделать, встать на колени и покаяться. Итак, окрысилась ли Европа? Пойдет ли КНР или же Россия на обмен тех китайцев, которые оказались в плену? И как считаете, раздражен ли Трамп? Кем больше? Зеленским или Путиным? Или же Китаем и его пошлинами? И уже практически неделю одной из главных тем в Европе является вывод американских войск из ЕС. В Брюсселе боятся, что США могут сделать это внезапно и без предупреждения. По данным Bloomberg, Вашингтон всерьез рассматривает переброску до 20 тысяч солдат из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион, сдерживать Китай. В ЕС чиновники за закрытыми дверями признаются, без армии США страны ЕС становятся беззащитными перед лицом России. Особенно тревожно в Польше, странах Балтии и Румынии. Именно там американский контингент является одной из главных гарантий безопасности. Если США действительно выведут войска, это может стать самым опасным шагом для НАТО за последние десятилетия. Напомню, накануне я рассказывал, что американские военные покинули стратегический аэропорт Есенка в Польше. Однако это была лишь передислокация, а не вывод войск США с территории страны. Для нас не было секретом, что американцы намеревались передислоцировать свои силы. Однако президент Трамп, министр Хексет и генерал Келлог в разговорах со мной четко заявили, что нет планов по сокращению присутствия американских вооруженных сил в Польше. У нас есть ряд мест, где американцы присутствуют в Польше в различных формах и типах американских вооруженных сил, и передислокация этих солдат произойдет там, где это уместно. Германия закрывает двери для беженцев. Прием по программе ООН остановлен. Немцы уже официально заявили о том, что не будут принимать беженцев по программе ООН. Стране пришлось менять правила игры на фоне политического кризиса и борьбы за власть. Как сообщает Рейтер, причина громкого решения – жесткие разногласия между партиями, которые вот-вот создадут новое коалиционное правительство. Будущая власть явно готовится ужесточить миграционную политику. Лидеры консерваторов из ХДС под руководством Фридриха Мерца требуют навести порядок и ограничить поток мигрантов в страну. И их позиция, судя по всему, побеждает. Напомню, с 2016 года Германия была одной из самых гостеприимных стран Европы, но времена меняются, политики заявляют прямо, прежней миграционной политики больше не будет. Тем, кто уже получил разрешение на въезд, повезло, остальные за бортом.
И пока Германия борется с беженцами, Великобритания с крысами. Но пока эта борьба такая себе. Настоящий мусорный апокалипсис разгорелся в Бирмингеме, втором по величине городе Великобритании. Из-за затяжной забастовки коммунальщиков улицы превратились в свалки, а жирные крысы устроили пир на горах гниющих отходов. Напомню, что рабочие службы по вывозу мусора объявили забастовку из-за спора с городскими властями о зарплатах и условиях труда. Конфликт перерос в катастрофу, власти объявили чрезвычайную ситуацию, а в соцсетях бурлит паника. В город сбежали полчища крыс. События не осталось незамеченными медиками. Те предупреждают, это уже угроза здоровью жителей. На улицах скопилось уже около 17 тысяч тонн мусора. Правительство Великобритании бессильно наблюдает за этим событием и публично просит обе стороны договориться, чтобы прекратить, цитата, «страдания людей». Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. Если у вас есть возможность поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи.